Всем привет! Сегодня модель немецкого сверхтяжелого танка Panzerkampfwagen 8, он же Маус, разработан в Третьем Рейхе в период с 1942 по 1945 год под руководством Фердинанда Порше. Это единственный сверхтяжелый танк, воплощенный в металле и дошедший до стадии опытного образца. Танк должен был обладать высокой огневой мощью, быть практически неуязвимым, должен был стать очередным чудо-оружием, чтобы спасти Германию от надвигающегося поражения. История танка Маус началась в 1942 году, когда по инициативе Гитлера начались работы над танком прорыва с максимально возможной бронезащитой. Полноразмерный деревянный макет был представлен Гитлеру в 1943 году. Над созданием машины трудилось несколько фирм. Крупп изготавливал корпус и башню, Daimler-Benz отвечала за двигательную установку, а фирма Siemens отвечала за элементы трансмиссии. Для вооружения танка была выбрана спаренная установка, состоящая из 128 мм орудия и 75 мм орудия. Одновременный залп был невозможен, поскольку баллистика орудий была разной. С 1 августа по 23 декабря собрали первый опытный образец танка Маус без монтажа вооружения и отправили в испытательный пробег по территории завода. Первые же метры показали, что танк довольно маневрен. И после довольно удовлетворительных результатов танк был оборудован настоящей башней для артиллерийских стрельб и полным комплектом внутреннего вооружения. Экипаж танка состоял из 6 человек. Сиденья водителя и радиста располагались в отделении управления между двумя главными баками. В башне размещались 2 заряжающих, командир танка и командир орудий. Из-за большой массы танк по мостам не мог передвигаться. Для этого была создана система, позволяющая при помощи электрических кабелей загерметизированный танк переправлять по дну реки, а управление танком осуществлялось бы из стоящего на берегу. Второй прототип был заложен в марте 1944 года и к середине года был оснащен башней и силовой установкой. Испытания второго прототипа продолжались в течение всего 1944 года. Но в конце разработка танков была прекращена, поскольку к этому времени немецкая промышленность уже не могла обеспечить серийный выпуск танков даже при минимальном заказе 10 машин в месяц. В бою эти танки испытаны не были. В апреле 1945 года при приближении частей Красной Армии к полигону немцам было принято решение уничтожить оба прототипа. Оба были подорваны, но при захвате Красной Армии полигона из 2 был собран один. 4 мая 1946 года он был доставлен на полигон в Кубинку. После испытаний силовая установка, как и все внутреннее оборудование, было демонтировано. Сверхтяжелый танк не смог стать чудо-оружием, которое хотя бы теоретически могло привести Германию к победе. Каким бы мощным и величественным ни казался Маус, на поле боя он был бы низкоэффективным и не окупающим себя. Гораздо рациональнее оказалось производить много более мелких
Ну и для сравнения с Маусом несколько машин, позволяющих оценить его размеры.